Now listen, I've decided from now on, I'll teach you the secret Kung Fu techniques. I really do appreciate that, Abbott. But first, I want to see how tough you are, how much pain you can take. Съемка идет уже? Да, она идет. Сюда смотрим, мы сюда, вот мы сюда. В эту, да? Сейчас. Андрюха, привет. У нас с тобой одна петличка на двоих. У нас будет такое полугейское сегодня видео. Мы будем вот так вот рядом друг с другом. Бро, с приездом. Взаимно. Ну рассказывай, как ты? Ничего нового. Ничего нового. Полгода прошло с последней встречи. Чего мы здесь собрались вообще? Да. Ставим доводчик под капот. А откуда у тебя доводчик? Ты его купил или что? Или откуда? Доводчик у меня в подарок. Все, да, точно, ребят. Иногда моим подписчикам, если вы можете приехать в мой установочный сервисный центр, кстати, добро пожаловать, как тебе здесь? Отличный центр, нужны стены и крыша, но в остальном отлично. Так самое главное, мы защищены Да, от да. дождя. Это сертифицированное место. Именно здесь все, что устанавливается, это абсолютно легально, законно, и вы можете пройти тюф, шмюф, все дела там. Короче, у меня для тебя есть доводчик. Изначально я 3 раза тестировал разные или 4 вот эти вот у себя доводчики. И получилось так, что я потом созрел на лифт капота. Ага. И у меня просто вот этот не дошло руки его установить и протестировать. Он просто лишний. Поэтому мы Супер. сегодня проверим, есть ли там защита какая маломальская, чтобы пальцы не перерезало. Мне он будет точно не лишний. Откуда он? Он с хэндшоу. Кому интересно, заходите, смотрите, там в описании есть все ссылки. Хотите лифт, хотите доводчик. Ну, у меня есть вот эта штука, Андрюхе это нравится, поэтому мы сегодня это поставим, бро. Это не просто нравится. Это штука, которой я пользуюсь каждый день. Да То ты есть чего? я паркую машину всегда задом в гараж. Поскольку там ездит мой рюкзак, я прихожу, открыл, бросил, закрыл. Пришел на работу, приехал на работу, достал и также домой. Все время здесь у меня рабочее пространство. Да. Я постоянно пользуюсь и постоянно делаю одно и то же движение. Откуда вообще Андрюха? Андрюха мой подписчик, и мы с ним записывали видео тест батареи ЛФП против НМЦ на зарядке Supercharger FAO3. Заходи, посмотри, очень интересное видео. Там, где никакой разницы, оказывается, практически нету Да. по скорости зарядки. Да. Вот. И у нас еще будет тест на FAO4. Именно по... Да. Сука, у нас не получилось заснять, сука, камера, блядь, перегрелась. Бро, и она выключилась. Ну, как Ну есть. что есть, да. Да. Давай поставим. Будем работать с тем материалом, который есть. Да. Так как вы уже все просто ненавидите меня и устали, поэтому я отдаю петличку Андрюхе, слушайте его. Да смотрите ладно. его. Очень легкая коробка. Это плохо, на самом деле, очень плохой знак. Когда что-то легкое, ребят, значит, Надеемся, в ней что-то есть. да. Кстати, Инструмента с собой у меня нет никакого. Кстати, ни одна компания еще не впряглась, чтобы у меня был какой-то инструмент их именной. Я вот специально кручу ноунеймом, вот, чтобы вам было просто обидно. А тем временем мы сдергиваем лишние детали. Можешь на крышу ко мне положить? Да, конечно. Вот, я тебе покажу. Нет, смотри, я правда миллион раз так Не делал. надо. Смотри. О, я за главным инструментом. Смотри, так как я хочу тебя подсадить на вообще эту тему аксессуарную, чтобы у тебя началась зависимость, как у меня, Так. ты будешь делать все сам. Я буду говорить, и ты будешь получать полное удовольствие от Хорошо. процесса. Поэтому вот тебе отвертка. Я могу тебе помочь вот с этим комплектом соединить вот так. И тебе нужна вот такая Ну тут бы я справился. задранная, которая поцарапает твои болты, штука. Так, Держи. Понял. Крути. Поехали. Здесь 4 точки. Вот раз, два, три, 4. Мгм. Тебе просто крыц-крыц и все. Вот сейчас мы, кстати, заодно и посмотрим, какого поколения у меня стоит теплонасос. Надо сделать фотографию для нашего Сделаем. большого друга и специалиста-инженера в халате Вадима. Вадик, он- привет! Кстати, парни, заходите, если вы хотите узнать вообще, чем отличаются эти насосы, нафига они нужны. Да. И я, допустим, вот не знал, у меня сломался кондиционер, можете видосы посмотреть, как 2 года мне это все чинили, ломали, в общем, 3 серии. И оказывается, мне поставили тепловой насос от Юнипера. Они там, оказываются, разные. И у меня расход сразу же упал на там буквально 2-3 литра, хотел сказать. Тебе Ага. нужно вот тут взять пальцами, а тут толкнуть сюда. Давай, делай. Отлично. Кидай Ага. ее сюда. А как же без нашего волшебного... Окей. Теперь тебе нужно вот это вверх, вот так, и там тоже вверх, с 2 сторон. Тут тоже Да, клипсы? и там тоже. Окей. Тебе нужно вот так вот, без каких-либо этих лопаток, вот.
Вот, все, давай, чик. Лопатка не пригодилась. Да, отстегивай контакт. Да. Сейчас ты берешь вот так, и просто поднимаешь. Чик, вздергивай вверх. Молодец. Вуаля! Поздравляю, ты разобрал свою Теслу. Ставь вот сюда вот. Оба-на! Нифига себе. А где мотор? Нет ничего. Володь, здесь все пусто. Художественный фильм «Спиздили». Я никогда не заглядывал. Сейчас ты можешь обратиться к Вадиму, чтобы он распознал, какой у тебя тепловой насос. Вадим, посмотри, пожалуйста, внимательно и расскажи всем людям, насос от Юнипера или нет. Ну что, приступим дальше. Сейчас тебе нужно открутить вот эти два болта. Ты снова берешь эту чудо-отвертку и ей работаешь. То есть вот так. Кстати, всем, кому интересно, я от себя добавлю, мы разбираем автомобиль вперед, назад, обратно собираем. И при этом никак не страдаем и не теряем гарантию. Вы, естественно, можете попасться на мастера-фантазера, который вам начнет что-то рассказывать. Но по факту это все начнется и закончится на стадии разговоров. Это просто вот бывают такие люди. Да. Поехали туда. Давай болтики я положу в ванну. Тесла — это автомобиль для людей, у которых есть фантазия, вот, которые готовы открывать для себя новые горизонты, что-то менять, что-то дополнять. Это, в принципе, лего на колесах, и вы ничего не теряете. Вот, к слову, очень важный момент. Вот посмотрите сюда. Ага. Вот это мусор, который мог оказаться вот здесь, везде, и проникнуть туда, куда не надо. Задержался он с помощью вот этих вот симпатичных сеточек, которые я подсмотрел у Владимира. Спасибо. Дренажные эти, да? Да. Кстати, у нас абсолютно по-другому все под капотом. Я вижу, это просто охренеть. У меня здесь пластиковый стакан, приемник. А здесь у тебя даже приемника нету, и аж порезаться можно. Ах, бля, все по-другому. А между нашими машинами год. Год Даже года нет. А, у тебя берлинка же, да? Берлинка. Еба. Октябрь 24-го. У тебя начало 24-го. Ребята, я Вот вам так сейчас быстро меняются Теслы. покажу. Это дренажный приемник. У нас был такой пластиковый стакан с той стороны. Здесь все литое, идет прям, вот видно, что оно штампованное на заводе. У меня же это все состоит из многих частей и доступа даже гораздо больше. Здесь вот поставить лифт практически без шансов, но в принципе помучиться и все получится. Потому что я просовывал руку как раз таки вот здесь, а тут даже палец не проходит. Вот наш фильтр. Это его внутренняя часть, она всегда чистая, вся грязь находится вот здесь. Сейчас задача. Сними вот этот колпачок, красненький. Так. Перед тем, как что-то делаете, посмотрите, какой у вас зазор капота и как у вас стоит замок. Потому что потом вам будет казаться, что вы что-то сделали не так. И вы будете пытаться достигнуть результата, которого у вас никогда изначально не было. Многие ставят всякие маркеры, пометки. Этого делать не нужно. Потому что если мы включим голову и глаза свои, мы увидим то, что замок опущен до конца вниз. И ровно точно так же его нужно до конца вниз и установить вот сюда. А, он ставится прямо на этот, что ли, замок? Угу. Ах, Поверх, вот да. как. Значит, смотри, вот это приемник. Угу. То, что встречает вот эту нашу петлю с тобой. Так. Это непосредственно исполнительный механизм. Его вот так ставить нельзя, его нужно ставить вот так. Окей. Это очень важно. И они, Ну, как, и доверяю твоему опыту. они, в чем прикол, они прям специально как будто бы на заводе делают вот так. Всегда. Хотя надо делать вот так. Это наш концевик дополнительный. Угу. Он отвечает именно за доводчик. А Да. это тесловский. О чем это говорит? То, что вот эту систему, которую мы устанавливаем, ты правильную тему затронул, никакого нету пересечения с гарантией. Тесловский концевик как жил своей жизнью, так и живет. Да. Замок. Мы просто устанавливаем сверху на этот замок Дополнительную функцию. дополнительную функцию, которая его дотягивает. То есть нету ничего Топ, ребята. такого, блядь, извиняюсь, нет ничего такого, чтобы влияло как-то на гарантию. Поезд, блядь! Так, быстро приближаемся. Слушай, я одел самые нежные Кажется, штаны не, вообще нет, на супер. съемку, чтобы Я ничего имею- тебе не поцарапать. Это не вопрос. А то там Я один говорю, крендель написал, когда я жопой облокотился на твое крыло, что типа эти крыло поцарапал. Кренделю большой привет. Да, на самом деле шутить, да. Нет, я тоже шучу. Это просто нормально, пасхалочка в предыдущий выпуск. Да. Слушай, ну мы очень быстро управляемся, я скажу, прям по-спортивному. Да мы уже Я думал, что мы здесь час проковыряемся. Я тебя умоляю. Что это за гайка, да? Ты вот Да, спрашиваешь. вот она вот здесь Она вот спряталась. Да, устанавливается. Теперь, сейчас самое для нас главное, перед тем, как что-либо вообще прикручивать, закручивать, Да. нам нужно проверить, работает или нет.
Правильно. Вот, нам нужна точка массы. У меня она была вот здесь, а у тебя на твоей машине я не вижу ее. Да, я так и знал, что тут и на этом наши полномочия все. Куда дели гайку-то? А куда дели гайку? И она у меня. Я у тебя ее забрал, потому что ты меня с ней заебал. В добром смысле. Есть. Ура! Мы нашли болт. Мы нашли массу. Нос поправлял. Еще раз. Да. Для чего мы это сделали? Мы не употребляем. Давай еще раз. Мы здесь проверяем, как теперь работает механизм. Первый щелчок, второй щелчок. Открой с телефона. Первым делом мы должны убедиться, все ли работает, как раньше. Давай. Так. Мы видим то, что только что капот закрылся, чтобы приключений себе не заработать, мы сделали это пальцами. То есть мы увидели, что замок нигде не блокируется, и замок при этом открылся. Окей. Теперь тестируем доводчик. Берем концевик. Готово. Доводчик сработал. Да. Теперь открой. Еще раз. Давай. То есть мы сейчас Обратите внимание. мы делаем тест, как будто бы капот закрылся. Закрылся? Да. Чудеса. А Тесла даже не знает, что у тебя стоит доводчик. Она думает, что сейчас все вот произошло как обычно. В установочном центре ЕВ Пират происходят сертифицированные настоящие чудеса. Да, так он тоже подхватывает. Еще раз теперь. Извини, нам придется сделать это много раз. Да хоть 100. То есть вот естественная среда обитания капота. Мне важно увидеть, что он сверху копает. Давай еще раз, кстати, пиздатый доводчик. Он тише, чем у меня в 1000 И раз. вообще не слышно, как будто оригинальная. И нет вот этого. Как Да. у меня. Прям как будто оригинальная деталь. Ну что, вы готовы, блядь? У нас все видео, все видосы идут с тестами. Я думаю, что владелец доводчика засунет свою руку, только не рабочую. Так, а владелец, вот, подожди, ты же владелец доводчика, стой. Ты серьезно? Я боюсь. Ладно. На видео выглядит это страшно. На самом деле, когда ты кладешь руку вот здесь спереди, вот это самое опасное. Если нет защиты, там будет жопа. Но когда вот здесь, у тебя капот сыграет. Поэтому, если ты не знаешь систему, клади руку вот здесь. На моих видео вы посмотрите, я прям кладу под самый значок. Ну, что, Андрюха, давай попробуем. Держи на готове открыть. А, да, извини, Да. я уже закрыл. Ты уже закрыл и пошел, я понял. Так, давай. Fatality. Открывай доводчик без защиты. Володя, как пальцы. Вот, полоса. Смотрите. Будем знать. Надо предупредить детей. Ты что делаешь? Слушай, неплохо, но капот сыграл. Что значит неплохо? Смотри, синяк. Ты чуть не лишился пальцев. Ладно. Валерия, прости, пожалуйста. Он сам. Да, но сегодня будет меня жалеть. Есть. Короче, на самом деле вы можете травмировать свои руки, даже когда вы хлопаете сами вручную, еще даже больше. Здесь электрическая система, ну, чуть-чуть прижала, ничего страшного. В общем, вот и отличие. У меня на канале все доводчики были с защитой. Аруэлю, который доводчик поставил, там минимальная была защита. Чуть-чуть больно, но не так. Здесь вообще жесть, защиты нет, будьте аккуратны. Здесь нету этого. Слушай, я на защиту не рассчитывал. Мне надо, чтобы он закрывался, потому что когда я его закрываю, у меня нет ни рук, ни там, ни сям, ни пальцев, нигде. Потому что если я буду закрывать его вручную, все равно я могу точно так же пальцами залезть. Абсолютно. Поэтому, Просто будь когда вы аккуратен. закрываете капот, вы тоже не засовывайте туда пальцы и не хлопайте на своих И самое важное, бензинках. я уверен, ты 100 раз делаешь, когда ты что-то кладешь во франк, смотри, чтобы оно не торчало сильно высоко. Более я вот так смотрю. Я понял, ты В такой, этой ты плоскости. достаешь такой этот Да. уровень такой, Да. знаешь, там все. Я в этой плоскости проверяю, потому что здесь некрасивый металл никому не нужен. Я же не на 6-цилиндровом турбо, где это так торчит наверх из капота какая-то. Да, сборка. А для чего нам маленький болтик, не подскажешь? Не думай об этом, Андрей. Всегда напрягает, когда после ремонта что-то остается. А мы будем твой вердикт слушать Это по мне? фильтру? Какой вердикт? Ну, в каком он состоянии? Здесь все заебись. Андрюх, ну ты уже чувствуешь, зависимость приходит чуть-чуть?
Да. Сейчас тебе так стало легко, хорошо, по кайфу. Но это должны попользоваться еще мои семейные. Да. Вот. Я не прав. Где-то через 2 недели тебя начнет очень сильно трясти. Ты Нет. захочешь купить что-то еще. Я- Звони сразу мне. Я не про белье, когда говорю семейные. Вот. Потому что Я про жена и аксессуары. дочь тоже постоянно пользуются, они тоже постоянно Да, да. нажимают, дожимают. Вот. И сейчас это все будет происходить автоматически, это просто кайф. Однажды дядя, мой уважаемый, мой дядя Алексей, ну, если он будет смотреть этот выпуск, привет ему пламенный, рассказал смешную историю. Вот про то, что вот понеслась. Вот это вот. В каком-то парке аттракционов работал Мгм. работник, вот, который стоял около очередного американского вот этого вот, американских горок. Сильно не затягивай чуть-чуть. Так. Он, все, что он выучил по-русски, это когда он запускал аттракцион, он все время нажимал кнопку и кричал: «Попиздавали!» Вот, поэтому поехали, закручиваем. Направь. Клипсу я там поставил. Просто мы прицеливаемся. Видишь, в дырки? Смотри, Да. мы прицелились. Не вот тут, она сразу ломается. А вот, без никаких там, блядь, ударов там или еще чего-то. И вот здесь теперь. Вот. Многие берут вот тут, и Да. они сразу же проваливаются. Да, Вот они наши, вот они. Да. Вот они. Все. ну это опыт. Слушай, сколько раз ты снимал эту штуку? Мне 2 раза в сервисе Тесла меняли ее. Да. Сколько раз в своей жизни, когда ты что-то разбирал? Не считать, да? 20-30, Не посчитать, наверное, да. А я снимал ее 1 раз просто из любопытства. Губы просохли. Мне что-то говорить? Да просто закрой. Спустя 3,5 минуты мы установили доводчик. Уехал. Открывай. Так, подожди. Ну супер. Огонь. Давай еще раз. Вау. Мастер. Попробуй. Просто отпусти. Вот. Да. А, Это оргазм. Ребят, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Все, что хотите, короче, делайте. Пока Володя с вами прощается, я буду играться дальше. ЕВ Пират и Ви Пират. До новых встреч. On the bridge. Этот, блядь, сервис. Red Hot Chili Peppers. Да. Пока. Пока.